Топ-5 надежных способов переехать в Канаду, которые подойдут практически всем. Квалифицированным специалистам, рабочим, студентам, предпринимателям, семьям и одиночкам. Канада крайне заинтересована в приезде новых иммигрантов. Каждый год правительство официально принимает более 400 тысяч человек, которые сразу получают постоянное место жительства. Для этого в Канаде существует более 120 иммиграционных программ, в части из них даже нет требований по языку или возрасту. То есть переехать в Канаду может практически любой человек. Привет из Канады, меня зовут Ивана Павленко. Я работаю канадским лицензированным иммиграционным консультантом, и в этом видео я расскажу о самых популярных способах, как можно попасть в Канаду. Начну с самого крутого варианта, когда вам надо просто заполнить анкеты, где указать личную информацию. Далее вы отправляете свою заявку на иммиграцию в Канаду. Чаще всего это делается бесплатно и онлайн, не надо даже выходить из своего дома. Канадское правительство рассмотрит ваши документы и запросит ваш паспорт, чтобы поставить туда иммиграционную визу. С ней вы прилетаете в Канаду и сразу получаете ПМЖ. А до этого момента вы можете продолжать находиться у себя в стране и заниматься теми же делами, что и раньше. Поставьте лайк за информацию и подпишитесь на канал, если не сделали этого ранее. Ваши лайки и комментарии стимулируют меня чаще выпускать видео. Я, конечно, все упрощаю. Ведь рассмотрение документов может затянуться не просто на месяцы, а на годы. Например, моя семья ожидала визы более 5 лет. Сейчас сроки ожидания уменьшились, но все равно надо будет запастись терпением. Также вам надо будет пройти медкомиссию и проверку безопасности. Также показать наличие денег, которые вам потребуются на первое время жизни в Канаде. Ведь канадское правительство не хочет, чтобы понаехали бездельники, которые сразу сядут на пособие. Если у вас проблемы с финансами, далее я расскажу о способе переезда в Канаду без денег. Но вернусь к первому варианту иммиграции. Более строгим критерием для отбора людей, кого пригласят, является балльная система, которые есть во многих программах отбора. Баллы начисляются за возраст, профессию, образование, знание английского и французского, наличие родственников в Канаде, если у вас рабочий контракт в Канаде и так далее. Если вы набрали меньше баллов определенного количества, то вы считаетесь неподходящим по требованиям программ. Например, если вам более 45 лет и у вас английский ниже среднего, то по этим параметрам можете не получить баллы. Но напомню, что иммиграционных программ огромное количество и везде баллы считаются по-разному. Есть программы, где язык и возраст вообще не оцениваются. Второй способ иммиграции в Канаду через получение канадского образования. Сперва вы прилетаете в Канаду студентом, учитесь от 1 до 3 лет, подрабатываете в свободные часы и потом получаете полноценное разрешение на работу после окончания колледжа. Есть программы иммиграции, предназначенные для студентов. Также за канадское образование и опыт работы в Канаде вы получите дополнительные баллы, если рассматриваете обычные программы для получения ПМЖ. Учеба в колледже – это один из лучших способов не просто для иммиграции, а для адаптации в новой стране. Обязательно посмотрите экскурсию по учебному заведению, которую мы с мужем записали в Торонто. Ссылку оставлю в углу экрана, а также в описании к этому ролику. Третий способ переезда в Канаду через семейное спонсорство. Если у вас есть близкие родственники в Канаде или найдете себе канадского супруга или супругу, то это поможет получить ПМЖ в Канаде. Следующий способ иммиграции в Канаду подойдет предпринимателям, как самозанятым, так и тем, кто руководит большим бизнесом. Для вас есть целый ряд иммиграционных программ. Например, если вы самозанятый, успешный художник, фотограф, тренер или у вас есть свой уникальный курс танцев, то Канада заинтересована в вас. По этой программе тоже считаются баллы, но их можно набрать любому человеку. Я знаю девушку, которая не владела английским, но смогла переехать в Торонто, так как ее профессия подходила по требованиям программы. Она была режиссером на Олимпиаде в Сочи. Обладатели больших капиталов могут эмигрировать по программе инвесторов или стартап-визе. И пятый способ переезда в Канаду, который я считаю одним из самых сильных, это иммиграция через трудоустройство. Сперва вам надо найти канадского работодателя и приехать по рабочей визе. Когда вы накопите около года опыта работы в Канаде, то для вас станут доступны очень крутые программы иммиграции. Наличие рабочего контракта освобождает от необходимости показать денежные средства. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дергайте колокол, чтобы не пропустить выход новых роликов.